Какой был вопрос? Как работать с катастрофическим мышлением, когда мозг уже у тебя программу прогнозирует любой ситуации, что она плохо закончится, рисует такой момент. Первый момент – это остановить это мышление и переключиться на то, что вокруг вас есть. Второй момент, но к этому нужно прийти, я потом научился менять ситуацию. У меня начиналась катастрофизация вот эта, я останавливал и потом вот эту ситуацию, которая мне предстояла, я ее картинками в уме, вот это я видел, прокручивал уже как видеоролик с хорошим исходом. Покадрово, не спеша я прокручивал вот эту ситуацию с хорошим исходом. И я вот так научился останавливать вот эти катастрофическую ситуацию и потом ее как бы переворачивать и прокручивать ее с хорошим исходом, улыбаясь, что это классно и хорошо. Вот, но это я научился делать потом впоследствии. Как бы это у меня не сразу было, я потом к этому пришел. На данный момент в вашем варианте это будет как бы лучше остановить и заземлиться, то бишь переключиться на момент здесь и сейчас. Но помните одно правило в психологии, что нужно учиться переключаться не от страха, потому что переключение от страха это считается охранительным действием. То бишь это замкнутый круг, если мы постоянно переключаемся от страха, мы автоматически подкрепляем ту идею, что то, от чего мы переключились, это опасно. Это опасно. Так, Олеся, добрый вечер, добрый вечер. Всем здравствуйте, кто подсоединяется к эфиру. Так, ждем потихонечку, подписчики идут. Мы немножко сегодня раньше справились, поэтому раньше подключились. У нас идут дожди каждый день, и очень нам тяжело спрогнозировать эфир. Вот в чем дело. Потому что у нас каждый день вот льют дожди периодически. Каждый день это происходит. И мы не знаем, у нас такие ливни, как влупят, все заливает. Поэтому тяжело спрогнозировать заранее, дать как бы объявление, чтобы люди приготовились к эфиру. Уже когда, может, будем потом в закрытых помещениях, там уже четко будем давать время и уже будем понимать, что мы к этому готовы. Но еще как бы хочется быть на природе, потому что многие просят природы, и поэтому стараемся быть на природе, делать прямые эфиры на природе. Вот. Так, потихонечку люди подключаются. Так, готовьте вопросы. Так, сегодня я кого хотел видеть? Есть такой подписчик под логотипом Разор. И есть у нас Дана. Вот, я хотел бы ответить на их вопросы. И есть еще Антон. Вот это те люди, которые на моем канале в Ютубе задавали мне вопросы, и я сегодня хотел бы им на них ответить. Вот, только я думаю, они, наверное, еще не подключились. Если они уже есть в эфире, дайте знать, пожалуйста. Разор, Дана и Антон. Кто-то из вас присутствует в эфире? Пока еще нет, пока еще не собрались, потому что у нас время было немножко запланировано попозже. Пожалуйста, вы вели какой-то дневник и что вы там записывали. Да, насчет дневника у меня уже спрашивали, где-то, наверное, я отвечал в этом самом, где-то в комментарии я отвечал, как такового я, может, дневник, не дневник, дневник считается, это ты как бы там все описываешь, разбираешь какие-то ситуации, которые с тобой произошли в течение дня. Вот это вы имеете в виду,
Олеся, вы это имеете в виду? Разбор там ситуаций, которые с тобой там происходили в течение дня. Под ведением дневника вы это подразумеваете? Ответьте мне, пожалуйста. Олеся? Я, кстати, наверное, я не взял. Я показал вам свою тетрадку. Там у меня была простая тетрадка. Школьная тетрадка моей дочки, тоненькая такая. Я как бы, это был не дневник, а как бы у меня была такая записная тетрадка. Я там отмечал приемы, что и как, на что мне применять, на какую ситуацию, какой прием применять. И вот это хорошо носить с собой. Да, вот вы имеете в виду, как говорят все там психологи, вести дневник. Но дело в том, что дневник, он зависит от степени нашей просадки этого состояния. Если вы находитесь глубоко, например, как я находился, то ты там в приори никакого дневника не можешь вести. У тебя постоянно страх, тревога, паника, а на панике человек, он не может сфокусироваться. Вот в чем дело, потому что отключается сильная тревога, она, во-первых, ломает мышление, а что-то уже ближе к панической атаке у тебя вообще включается рефлексорная система, то есть включается другая часть головного мозга, и там ты вообще ничего не можешь соображать. Вот в чем дело. Поэтому в приоре ты там ничего не можешь запомнить, и ничего потом ты не можешь записать, потому что в принципе как таковая память у тебя отсутствует. У тебя включается лимбическая система, а это рефлексорная система. Там ты ничего не можешь запомнить. Это рефлексы, вот это поведение. Вот. Поэтому в моем состоянии никакого дневника ты в приори вести не можешь. Ты просто действуешь по ситуации, постепенно запоминая путем анализа, как и что как бы ты применял, потом ты возвращаешься, у тебя остается опыт, и вот так путем запоминания ты потом снова применяешь некие приемы. Я пятый месяц в этом состоянии. Олеся, скажите мне, пожалуйста, вы пятый месяц в этом состоянии, а у вас есть какой-то прогресс, какое-то движение к лучшему? Оно может быть небольшое, но оно есть, либо его нету. Как вы это видите? Я вам скажу, там очень много разных ловушек. Очень много разных ловушек, которые нужно проходить, которые нужно понимать, как с ними справляться. Как с ними справляться. Там легко можно застрять на каком-то моменте и никак его ты его как бы не можешь пройти, потому что ты не понимаешь, как это сделать, и ты вот как бы застреваешь в ситуации, но это, как вам объяснить, там очень ряд, я даже скажу, много разных ловушек, много, так, спрашивают, про что суть. Это человек мне задает вопрос, вел ли я дневник, и поэтому я объясняю. Ну это кто-то так шутит. Понятно. Так, я пятый месяц в этом состоянии. Олеся, ответьте, пожалуйста, есть у вас какой-то прогресс или нету? В принципе. Совсем недавно поняла, что со мной в принципе происходит. 2 месяца ходила по врачам, ничего не нашли. То бишь, вы никуда еще не обращались, ни к психологу, то бишь вот тоже, как и я начинал, бегал по врачам. Кстати, сейчас отвечу на один вопрос. Вот кто мне задавал вопрос, Антон.
какие вы проходили, конкретные обследования проходили. Вот у меня целые вот такие годовые папочки, файлики. Здесь у меня куча, вот в одном, например, файле здесь разные обследования. Вот они, разных лет. Вот они. Одно, второе, вот третье, вот четвертое. Здесь по 10 листов разных врачей. Вот магнитно-резонансная томография. Вот фотография. Вот фотография съемок. Фотография съемок. Вот где-то диск у меня еще. Вот диск. Диск здесь. Вот здесь тоже какой-то диск. Вот мои все обследования. Целая пачка. Целая пачка. И я думаю, это еще не все. Это только то, что я нашел, послаживал, как бы. Вот оно, все эти бумаги. В каждой еще пачке там куча этих бумаг. Это вот, скажем так, за мои 10 лет вот этих всяких исследований, анализов, там сдача крови, кардиограмма сердца, УЗИ сердца, холтеры, томографии. И вот что интересно, ты практически это все вот по кругу делаешь. Ты проходишь, делаешь виток, проходишь, потом ты сомневаешься, как будто тебя там не досмотрели, наверное, врачи неопытные. Ты снова бегишь, делаешь, снова там кардиограммы снимаешь, снова разные УЗИ, снова бегаешь по разным врачам, то к одному, ко второму, к третьему. И вот ты постоянно вот в этом крутишься. Начала самостоятельно заниматься, прописали препараты, только хуже от них. Состояние то нормальное, то плохо. Так, да, препараты. Препараты, еще есть такой момент, это вхождение в препараты, то бишь такой момент адаптации, и сразу может, да, стать хуже, но потом как бы становится лучше. Вот как оно происходит, пока ты постепенно входишь в эти препараты. То состояние у меня клиническая депрессия, лечился, но сейчас тревога сильно мучает, для меня все нереально. Клиническая депрессия. Клиническая депрессия. Клиническая депрессия это, по-моему, депрессия связана с неким физиологическим поражением. У вас такой диагноз стоит? Или у вас диагноз, врачи поставили такой момент высосан из пальца? Есть такие моменты, врачи вот абы сказать, даже не понимая по большому счету, что они этим самым вредят человеку, ставят неправильный диагноз, ему ставят, какую-то ерунду потом говорят, и человек себе это в голову влаживает. Мы же врачам верим, и потом вот ходим и думаем про то, чего у нас нету. Поэтому у вас, я думаю, не клиническая, возможно, не клиническая депрессия, а вот это такой момент приобретенное вот на фоне вот этой тревоги и страха, потому что понижается в мозгу выработка серотонина, мы все время как бы находимся в такой опасности постоянно, круглосуточно, и поэтому снижается выработка серотонина в мозгу. И это долгое расстройство, тревожное расстройство, оно приводит к депрессии, но, как правило, на сильном страхе и тревоге депрессия прячется за спиной. Это я в прошлом ролике рассказывал. Она как бы за шторой находится, депрессия. Она как бы находится за шторой, спрятана, стоит за спиной. И когда мы понижаем страх вот этот и тревогу понижаем, она начинает выходить из-за шторки. Нас начинает накрывать депрессия. Вот как это работает. Поэтому вы точно узнаете, какая у вас депрессия, клиническая, либо, получается, вот забыл название, либо, ну вот, происходящее от тревожного расстройства. Вот это нужно понять. КПТ из своего опыта. Вот смотрите, мне задают вопрос. Мне задают люди вопрос. Напишите, как работать с КПТ. Понимаете, когнитивно-поведенческая терапия это не есть что-то такое, что вот есть начало, есть конец, понимаете? Это целый спектр. Это целый спектр. Здесь
невозможно описать. Ее невозможно описать, потому что это наука. Наука, как связана с тренировкой мозга, там есть осознанность, понимание. Понимание, осознанность, ее нельзя написать на листке и сказать, вот это осознанность. Это глубинные вещи, понимаете? КПТ нельзя написать на листке и сказать, вот делай так. Это невозможно. Вот в чем дело. Поэтому вы просто задаете вопрос, но вы сами не понимаете, не осознаете, что такое когнитивно-поведенческая терапия. Там разные звенья, их нужно все связать. Там все нужно связать. Медитации, осознанность, понимание, работа с мыслями, работа с поведением. Там разные работают, разные методики, собранные с разных, как бы, еще с разных видов. Я, по крайней мере, так применял. Я, когда выходил с этого состояния, я применял все. Я и медитации применял. Я применял работу с мыслями. Я применял поведение. То бишь разные вот эти применял, как вам объяснить, применял с разных методик. Я все соединял, все вместе, но все это в целом, это и называется когнитивно-поведенческая, как бы, терапия. Можно дать одно название, потому что там все взаимосвязано. Это философия, это понимание, как оно происходит, это биология, это также понимать, как бы, не сказать, что нейрохирургию, но иметь понятие, как это устроено, как это работает. Поэтому вот КПТ нельзя назвать каким-то одним образом, одной вещью, как бы дайте вот мне и все, и как бы вот на листке напишите, я это сделаю. Это невозможно. Это невозможно. Там много таких вещей, которым ты постепенно приходишь в процессе тренировки, ты постепенно осознаешь, понимаешь, у тебя больше и больше информации, у тебя больше навыков, у тебя больше понимания тех вещей, которые ты раньше вообще не обращал на них внимания. Мы, по сути, даже не знаем, вот если взять людей, 95% людей, то они даже на чуть-чуть не знают, как они устроены внутри, понимаете? Вот если я подойду к человеку, который ходит, например, по берегу озера, который не сталкивался вот с этим расстройством, и скажу ему там: здравствуйте, Василий, вы знаете, что у вас в голове есть нейронные связи, это электрическая сеть. Он на меня посмотрит, так вот, пальцем пошевелит у виска, скажет: ты, мужик, вот куку, понимаете? Поэтому вот это такие вещи. Так, будем отвечать на вопросы, привести пример КПТ своего опыта. Также лечусь у психотерапевта на антидепрессантах. Вопрос, почему, когда начинает работать физически, сразу слабость, дискомфорт в затылке, голове. Делал КТ мозга, все нормально. Потому что у вас есть мысленная трактовка в мозгу, я думаю, что это опасно. Мозг реагирует на физическое действие, и как бы сразу может подниматься тревога, соответственно, все, пошли болевые ощущения. И еще такой момент. Там у нас расшатана вегетатика. Там с нами происходят вещи, уже записанные у нас в мозгу, мозг их проецирует вне зависимости от того, чего мы делаем. Нас вот просто колбасит, штормит, нас крутит. Вот я сегодня взял лучше предметно, не вижу, как описать. Вот я взял такую пружину с машины. Вот вы видите? Видите, она черная, хорошо видно, скажите мне. Вот такая пружина. Я хочу
показать на образе этой пружины, что происходит с человеком, когда он находится в глубоком неврозе. В глубоком неврозе ты как бы получаешься в середине, вот ты в середине, там, а тебя постоянно крутит вот так по спирали. И вот почему я взял пружину, видите, она не имеет прерывистости, у нее нет прерывистости, это постоянное кручение вот этими всеми спецэффекты мышления, болевые ощущения, вот эта дереализация, деперсонализация, и она никогда не прекращается, она может чуть-чуть уменьшиться, но потом снова виток там, то одно, то другое, то третье, то четвертое, и вот тебя постоянно крутит на первой стадии. Это такой непрекращаемый цикл. Это происходит с тобой и днем, и ночью. Тебя ночью вырывает эта тревога, у тебя поверхностный сон, ты не можешь заснуть, у тебя страх. Кто глубоко сидит. Я рассказываю про уже тех, кто просел глубоко, уже кто там год, может 2, 3, там 5, вот как я, 10 лет. И ты попадаешь вот в такую ловушку. И почему человек не видит выхода? Потому что вот эти кольца, они не имеют прерывистости. Кольца состоят из всего того, что с тобой происходит. Оно все меняется, но оно все тебя крутит по кругу, и это никогда не заканчивается. И в твоем мышлении, когда ты смотришь, что тебя вот так все крутит, ты от этого устаешь. Ты от этого... Я не понимаю, кто там прорывается. Ты от этого устаешь, и вот уже третий раз, наверное. Ты от этого устаешь, и у тебя формируется такое убеждение, что ты с этого никогда не выйдешь. Что ты с этого никогда не выйдешь. Вот. Но я с этого вышел. Я вышел, и тем более я вышел без препаратов. Да, я пробовал там немного, я уже говорил пару раз для эксперимента, но я выходил без препаратов. Но я никому не советую. Вот это не делайте, потому что это очень тяжело. Это очень тяжело. Это даже словами нельзя описать, как это тяжело. Когда тебя ломает, кроет, у тебя все внутри крутит, тебя выворачивает, тебя там тошнит там, и так далее. Там такие идут спецэффекты, вот спазмы, вот эти, дереализация, моменты, ты плывешь. Подскажите, вот. Сейчас я расскажу дальше. И тебе кажется, что ты с этого не выйдешь, потому что вот эти витки, они бесконечные. Но когда начинаешь тренироваться, когда начинаешь заниматься КПТ, начинаешь работать над этим, постепенно страх начинает падать. Но тебя крутит все равно по кругу. И вот эти витки, с каждым витком, вот это все постепенно ослабевает. Тебя крутит, но оно начинает ослабевать. Вот эти все, начинает понижаться страх потихоньку, начинают понижаться болевые ощущения, как бы оно то всплеском идет, но в целом понемножку оно начинает понижаться. И вот это важно заметить. И видеть, где уже тебе чуть-чуть легче, где у тебя там чего-то уже не так, как было болевое ощущение, чуть-чуть, там будет по чуть-чуть, и вот это трудно заметить. Но когда вы научитесь это замечать, вы начнете понимать, что вот это есть выход с этой ситуации. Потому что если этого не увидеть, то мозг вам будет постоянно рисовать, что с этого нету выхода. Это будет ловушка, замкнутый круг. Он будет постоянно вам рисовать, что все, ты с этого не выйдешь никогда. Даже потом может у кого-то голос быть, у меня мысли вот эти обсессии приходили. Ты не справишься, ты не сможешь, все закончено, сдайся. Вот, и здесь важно научить замечать, вот как оно все начинает слабеть. Уже потом, когда ты выходишь с этой спирали, то там уже можно применить
вот мой рисунок, как я показывал, вот это мышление, ловушка, вот это круговое, руминация, гоняние одного и того же по кругу. Вот там ты уже потом начинаешь выщелкиваться, тебе уже по чуть-чуть становится, ты как бы вот, возвращаешься к жизни, ты выщелкиваешься, оба, уже минутка-две, ты как будто вот все нормально. Потом тебя снова скидывает. Уже потом вот я бы применил тот рисунок, но это после вот этой спирали. Пока ты не выскочишь вот с этой спирали, тебя будут постоянно долбать, крутить, ломать и так далее. Вот. Вот почему я показал эту пружину. Это такой постоянный цикл, он непрерывистый идет. На первых этапах, когда глубоко сидишь в неврозе. Вот, так, подскажите, как нормализовать сон, выбрасывает из сна каждое утро в одно и то же время. Просыпаюсь и не могу из-за этих головных болей потом уснуть. Спасибо. У меня есть ролик короткий, снова что-то говорю. Короткий ролик, как научиться спать, по-моему. Бессонница, как научиться спать. Вот там я подробно рассказываю, как я учился спать. Как я учился спать. Вот в том ролике я подробно рассказываю. Бессонница, как научиться спать, ролик называется. Короткий. У меня дереализация или тревога. Сколько времени надо, чтобы вернуться обратно с того света, как мне кажется. Это сколько времени надо, там нету времени. Говорите себе. Столько, сколько нужно. Я буду тренироваться столько, сколько нужно. Ваша дереализация, это как бы есть тревога. Просто мозг вас начинает защищать от внешней среды, потому что в вашем восприятии в мозгу уже, что внешняя среда это опасно. Вот это и есть дереализация. И мозг начинает вас уже защищать от внешней среды. Более подробно посмотрите, у меня есть ролик дереализация и деперсонализация называется. Так, еще вопросы? Может, я кого-то вопросы пропустил? Скажите, пожалуйста. Посмотри. Также лечусь, также ли на антидепрессантах? Вопрос, почему, когда начинаю работать физически, сразу слабость, дискомфорт в затылке, голове, делал КТ мозга, все нормально. Да, это вот играет эта тревога, она будет постоянно у вас то плохо, то лучше, то еще там постоянно будут эти спецэффекты происходить. Просто вы в момент, когда человек начинает что-то делать, и в этот момент у него как бы ухудшилось состояние, и человек привязывает к этой ситуации, что якобы мне от этой ситуации ухудшилось состояние, и потом эта ситуация уже становится триггером. То есть потом вы снова начинаете делать, но в вашей памяти уже отложился этот момент как опасный, мозг его запомнил, потому что вы среагировали, вы про это испугались, проанализировали, ой, это мне от того, что я там начал дрова, например, колоть, и стало хуже. И все, и мозг это запомнил, и в следующий раз снова начинаете некую физическую нагрузку, он это все помнит, и он снова вас как бы увеличивает тревогу, страх, трактуя эту физическую нагрузку как опасностью, понимаете? Вот что происходит. На тревоге у человека ломается мышление, и вот эти триггеры начинают нарастать. У него сначала один триггер, потом два, потом агорафобия, и вот они все как снежный ком пошло крутиться. Потом доходит до того, что ты уже не можешь выйти с дома, потому что для тебя все, ты куда ни пошел, у тебя страх охватывает страх, понимаете? Вот что происходит. Внизу читай. Как понять, у меня дереализация или тревога? Я уже объяснил, тревога это и есть дереализация. Понимаете? Дереализация, деперсонализация это все на фоне тревоги. На фоне тревоги ваш мозг начинает защищаться, но вы начинаете этого еще больше пугаться. Вот что происходит. Поэтому я уже сказал, посмотрите ролик дереализация и деперсонализация, вы там поймете. Мозг начинает вас защищать, а вы наоборот начинаете пугаться того, что с вами происходит.
А это еще усиливает спецэффекты. Там спецэффекты могут быть абсолютно разные. Абсолютно разные. Так, ого, сколько всего вы обследовали. Я тоже бегала по врачам. Потом поняла, что здорова и уже на сколько лет не хожу по больницам. И детей тоже лечу сама по возможности. Да, потом ты начинаешь вот это все изучать, проходить, ты уже без института становишься сам врачом, потому что ты уже столько всего изучил, на себе экспериментируя попробовал, ты сделал выводы, и ты уже по сути стал не как бы не то, что не хотя этого, а вынужденно становишься вот этим врачом. Так это еще у меня знакомая, которая тоже выходила с этой ситуации, у нее было расстройство ипохондрия. А она настолько изучила взаимосвязь, как внутри у нас работают вот эти все системы, там белки, жиры, углеводы, что без чего не может там взаимосвязи, вот эти, какие препараты, как работают. Она настолько это все изучила, и если вот кто-то мне какой-то вопрос именно по препаратам там задает, там по щекотовидке бывает или еще чего, то я обращаюсь к ней, она мне дает ответ. Она мне дает ответ, вот настолько она все это изучила. Изучила лучше врачей. Она даже приходила, врачи там начинают разбираться, она им начинает рассказывать, врачи на нее смотрят. Вот как это происходило тоже. Она там более 5 лет была в этом состоянии. И вот вы представляете, это как в институте. Ты 5 лет изучал, что с тобой происходит, как это устроено, как это работает, какие взаимосвязи происходят, какие процессы происходят там при тревоге, какие процессы там происходят при других каких-то моментах, понимаете? Вот. Так, просьба, если вам нравится, поддержите, пожалуйста, канал лайками, поставьте, пожалуйста, лайки, это дает рейтинг и это открывает двери другим участникам, люди тогда могут входить на наш канал, не подписчики, а именно те люди, которые канал как бы он не пускает, он пускает определенную часть на данный момент людей, он не дает войти на эфир, и поэтому вот ваши лайки, они будут открывать как бы двери другим людям, чтобы они смогли попасть к нам на канал. Вот как это работает. Вот как это работает. Так, Олеся, почему с утра всегда плохо, а к вечеру нормальное состояние? Но почему с утра плохо, а к вечеру... Еще ниже, еще вместе с мышечным напряжением, вместе. К вечеру она уже встает. Это самое. Как правило, человек в ночь, как бы то ни было, в некой степени отдыхается, и поэтому наш вот этот восприятие, эмоциональный фон, он такой немножко как бодрый, повышенный такой, а к вечеру вы уже устаете. Ну так вот поэтому с утра и плохо, потому что к вечеру вы устаете и уже не так остро ощущаете вот это состояние. А с утра, когда вы свеженький, вы очень остро вот это все восприятие ощущаете. Понимаете, как оно работает? Вот вы даже можете проанализировать, когда мы утром идем на некую физическую работу, мы там работаем, мы энергично, мы хорошо соображаем, мы активны. А к вечеру даже ты, как бы, если тебя что-то спросят, ты даже немножко от усталости вот так и подтормаживаешь. Ты не можешь как бы сразу так сфокусироваться, ответить. Вот такие моменты, вот что происходит. Почему с утра это все ярче ощущается, чем уже к вечеру. Потому что к вечеру вы уже как бы на физиологическом уровне устаете от этой всей тревоги, вот от того, чего происходит. И уже как бы само по себе это немножко гасится. Вот, если нету триггера, у меня было еще наоборот вечером перед сном такой страх накрывал, потому что я спать не мог. Как только солнышко садилось, включали свет в квартире, у меня жена определяла по зрачкам, у меня зрачки расширялись, это делал страх,
То есть от страха расширяются зрачки, и жена уже определяла, что у меня вот накрывает страх, паническая атака, потому что все, я видел кровать, свет, это означало, что нужно скоро спать, а я не мог заснуть, и все, меня брал страх. Вот что со мной один из моментов было. Тук-тук, ваш курс сколько стоит? У меня нету курсов. У меня нету курсов. Вот. Поэтому нисколько не стоит. Беспокоит сильное мышечное напряжение, особенно утром, шея, голова, лицо, ноги, тахикардия. У меня есть упражнения по расслаблению. Два упражнения. Одно с ногами. Я тренировал метод Сильва. Месяца 3 я тренировал. Это на расслабление. Он работал, но эффективности той, которую бы я хотел, он все равно не мог меня полностью расслабить. И мне как-то мозг подсказал интуитивно, вот эти упражнения, которые я сейчас выложил в Ютубе, мои упражнения, которые я делал, по крайней мере, они для меня начали очень быстро работать. И я через не очень большое время достиг полного расслабления, вот через трясение ног. То есть мышцы вибрируют, они расслаблены, когда ты им трясешь, и потом вот эти вибрации, они по телу расходят, и тебя постепенно внутренне начинает расслаблять. Вот я стал тренировать это упражнение. Есть ролик, я там подробно рассказываю, как это делать и запоминать вот это состояние. Вас в напряжении держит ваш мозг. Это уже выученная привычка держать нас в постоянном напряжении, потому что в нашей мозговой трактовке уже сформировалось убеждение, что у нас кругом все опасно. Поэтому что? Поэтому мы находимся в постоянной боевой готовности. Постоянная боевая готовность — это и есть напряжение мышц. Вот. Это все делал наш страх. Мы всего боялись, мозг опасность. Все кругом опасно, значит, будь готов драться, потому что все кругом опасно. Либо убегать, значит, все, мышцы сжать, приготовиться, сердце, кислород дать органам. Вот как это происходит. У меня много роликов, смотрите, там я все рассказываю, подробно объясняю, как это все работает. Напряжение особенно. Вот так, ваш курс, спасибо вам. Мне пить антидепрессанты или нет, если каждый день это тревога. Вот как пить, не пить, как вам сказать, это уже частный момент. Это как бы, если врач назначил, то пейте. Но поймите одну вещь, они только будут работать как облегчение. Облегчение, и то момент не очень сильный, еще в зависимости, на какой вы просадке находитесь. Да, бывают случаи, человек там попил в легкой стадии антидепрессанты, и как бы случайно там переключился, где-то чик и выскочил. Есть, да, есть такие моменты, может быть по-разному, но большая вероятность потом попадания назад. У меня такое было. 3 месяца я как-то неосознанно выскочил, но потом более-менее маломайский стресс, и ты снова находишься там. Все, потому что у тебя нету навыка противостоять вот этому стрессу. У тебя нету навыка. А ты получаешься как бы беспомощный. Вот что происходит. Поэтому кто думает, что ищет золотую таблетку, что они все решат, вот эти таблетки, то большинство из вас глубоко заблуждается. На легких стадиях вы можете выскочить, да, такое бывает, но большая вероятность вернуться обратно, потому что у вас закреплен негативный опыт здесь в мозгу, а противоядия у вас нету. Вот что происходит. Вот.
Ну, а так, если как бы сказать, случаи, конечно, есть такие моменты, что человек выскочил, там больше уже там никогда не попал. Ну, конечно, как моменты исключения, они везде есть в жизни, и мы это будем как бы тоже учитывать. Я не буду говорить, что это ты уже ты там, например, если выскочил, то это ты уже обязательно попадешь. Но я вам в процентном отношении говорю, что как правило, исходя из своего опыта. Исходя из своего опыта. Ноги это понятно, можно потрясти, а голова и шея. Голова и шея. Голова это тревожный мозг. Это тревожный мозг, болевые ощущения, вот это вот все плавало, перетекало у меня, сжимало, ощущение, что тебя разопрет. Первое, что вы можете сделать, это осознать одну вещь, что никакого инсульта, ничего там не поломается, мозги не разорвутся, что с вами ничего не случится. Вот это первое, что вы должны как бы осознать, потому что страх идет от неправильной трактовки. Тебе каждый раз кажется, что с тобой сейчас все. Лопнет эта башка, потому что так распирает, либо сжимает. Вот, убирать страх. Далее, что я дальше стал делать с головными болями, с головной болью. Я первое, что я делал, это взял из медитации, я стал со своим мозгом разговаривать. Я стал его успокаивать. Я говорил, я спокойный, и ты спокойный, как вода. Я представлял себе озеро. Еще такой момент. Я представлял вместо этой боли у себя аквариум в голове, и там рыбки плавают. То есть это есть переключение. Переключение. Не наблюдать боль как боль, а наблюдать боль неким образом. В этот момент вы переключаетесь с видения боли как боли, а я видел просто аквариум. Также еще что вы можете сделать на данный момент, это засовывать голову под воду. Вода должна быть такой, как сказать, вольготной. Не горячая, не холодная, а вольготная, приятная вода засовывается под воду, и я представлял, что моя боль стекает вместе с этими ручьями. Вот это все визуализация, представление. Это есть момент переключения, когда ты переключаешься, начинаешь представлять себе образами. То бишь ты боль не начинаешь наблюдать как болью, но к этому нужно прийти. Это не то, что вы пойдете сейчас и уже сможете представить себе там аквариум этот в голове. Это только добивается путем тренировок, постоянных тренировок, понимания того, к чему ты должен прийти. Это очень кропотливая работа, очень кропотливая работа. Вот мне написал Разон человек, вот, старая бабка совсем не работает. Вот, Слава, иди сюда. Идем. Вот, я это сделал, тренировал, и все работает. Это я, один человек. А значит что? Если сделал один, значит это может сделать другой. Потом вот мой коллега Слава, он этим методом тоже практиковал. У него постоянно становилась спина в напряжении. Я ему дал это упражнение и показал, как это делается, и он стал практиковать. Примерно сколько тебе, Слав, понадобилось времени? Месяц, наверное. Ну, вообще быстро, это вообще пару дней начал отпускать. Но вот чтобы перетренировать мозг, чтобы он перестоял и держать. С 2 недель где-то начал. Вот, ему понадобилось, прогресс пошел уже, он говорит, на второй день по чуть-чуть, уже через 2 недели у него хорошо получалось. Через месяц он уже перетренировал держать мозг себя в напряжении, вот мышцы эти, потому что это мозг держит. У него программу, он тебя ставит, и все. И Слава, и уколы колол, да, Слава? Да, какие ты уколы колол, скажи? Название помнишь? Я уже не помню. Ну, это сейчас скажу. Диклофенак, это обычные уколы. Вот, Диклобер.
Деклобер, диклофенак, Обезболивающее. Много. обезболивающие. И что, они помогали? Ну, на время, пока Пока действует действует. укол. Пока действует укол. Ну тебе, видишь, еще помогали. А Мгм. так в основном не помогает. В основном не А помогает. после того, Вот. как перетренировал, уже потом даже бывало сводила мышцу, я просто пальцем до нее рукой дотрагивался, я сразу отпускала. Вот, видите, до чего дошел. Он потом как бы пальцем дотрагивался до мышцы, когда она напрягалась у него на спине. Ну, И сразу мозг отпускал, как бы раз, вот такой вот Ну. это интересный момент, как он как будто как команду давал, Показывал, раз, да. расслабься. Ты показывал Ну, как бы мозгу, да, раз, расслабь эту да. мышцу. И Вот всё. с этой трактовки. Да. Вот эти вещи мы рассказываем, многие с вас не будут верить. Вы будете думать, что это, чего-то там напридумывали с раздела фантастики, верно? Как-то можно перетренировать мозг, чтобы пальцем дотронуться до спины и расслабились мышцы. То есть это вот момент фантастики, верно? Многие из вас скажут, еще никто не пишет, скажут, да, мужик, ты ерунду городишь какую-то, вот. Вот такие моменты. Но это все есть факты. Это есть факты. И поэтому вот Антон, который мне написал, нет, не Антон, а Разор написал, старая бабка совсем не работает. Вот. Вот Здесь Олеся про это упражнение спрашивает. Оно так и называется в Ютубе. старая бабка. Я его таки назвал. Почему старая Ищите бабка? видео. Потому что там меняешь походку и идешь вот как старая бабка. Ты как бы еле передвигаешься. Ножки подкашиваешь, вот ручки опускаешь и вот так вот идешь. И вот я хочу ответить Разору, Ник Разор, как бы, который мне написал. Здесь у вас не работает либо в двух случаях. Тревожный человек, он хочет завтра, чтобы у него уже все прошло. Он делает раз, он делает два, он делает три. Потом в психологии есть такой момент, произвольное умозаключение. У него не получилось, он делает вывод. Это все ерунда, ничего не работает. Может, этого мужика и получилось, а может, он и вообще ерунду болтает, ничего у него там и не получилось. Все, это называется произвольное умозаключение. Он себе делает этот вывод, и, конечно, он больше не делает. Он больше не делает, потому что он сделал вывод, что это не работает. Но я вам напомню еще раз. Меня спрашивают, а сколько раз делать? Я делал сотни, тысячи раз, тысячи повторений. Когда менял убеждения, я делал тысячи повторений. Я тысячи раз делал упражнения, сотни раз упражнения делал разные, чтобы добиться результата. Вот в чем ваша трудность. Трудность вообще невротика. Он ожидает все быстро. Он не может терпеть. Ему нужно вот сейчас, вот через 3 секунды, чтобы это все вот у него получилось, понимаете? Но дело в том, что чудес не бывает. Чудес не бывает. Здесь нужна упорная тренировка. Сначала вы будете делать столько, сколько можете, вы будете делать. А потом будете делать столько, сколько нужно. Почему? Потому что, когда ты делаешь столько, сколько можешь, например, вот как я с руминацией переключался, я днями ходил, считал окна, деревья, небо, а ты крутишься в башке, а ты сидишь там, ты пытаешься оттуда выйти, ты уже устал, ты уже не можешь, ты уже все. Но ты идешь до конца, пока он не перещелкнется. Если ты сдался, все, ты остался крутиться в своей башке дальше. Ты можешь идти ложиться, тебя это не отпустит. Поэтому я говорю, сначала делаешь столько, сколько можешь, и потом столько, сколько надо. Пока не получится то, чего ты хочешь добиться. Вот так это работает. Так, Олеся, какое упражнение наглядно? Можешь... Старая бабка. У вас же есть ролики. Это упражнение, оно несложное. Дело в том, что вот эти упражнения, которые я делал,
они не имеют особой сложности. Они не имеют особой сложности. Там нужно просто осознать, я там подробно рассказываю, особенно с ногами, как это делать и для чего это делать. Самое главное осознанность, понимание, для чего это ты делаешь и чего ты хочешь этим добиться. Упражнение «Старая бабка», оно очень простое, это когда ты меняешь свою походку. Вот ты идешь, а потом резко раз, вот ты как бы вскидываешь ручки, ножки, и раз и обмяк, все. И мозг тогда становится в ступор. Мозг становится, крутанул аж себе ягодицу. Мозг становится в ступор, он не привык к новому поведению. И для него это что-то новое. И в этот момент он отпускает напряжение. Он как бы становится в стопор, и он забывает вас держать в этом напряжении, в котором вы находитесь в данный момент. И у меня сразу же происходило расслабление тела, мышц. Все, они сразу с тонуса выходили, как бы щелк, и расслаблялись. И я этот момент усек, и потом снова тебя автоматически мозг ставит в напряжение, погас компьютер. Автоматически мозг ставит в напряжение. Вот он сразу, вот ты выходишь, ты меняешь походку, он тебя расслабляет. Вот только ты выровнялся, к своей старой походке вернулся, он тебя снова чик и снова ставит в напряжение. Ты снова меняешь походку и запоминаешь вот это расслабленное состояние. Чик, он тебя снова становится в ступор и снова тебя отпускает. По крайней мере, это у меня так было. И оно у меня начало работать довольно быстро. Довольно быстро, буквально там через пару дней, как я это делал, а может даже и сразу, с первого-второго раза. Я его поставил, он как бы попал в стопор, и он меня отпустил. Вот. И уже у тебя благодать, потому что вот это все напряжение, в котором ты находишься вот в этом постоянном, у тебя постоянно стоит гул, и постоянно мышцы в тонусе. Ты вот такой сжатый, как бы, тебя вот как будто сжали все твои мышцы, ты постоянно в этом состоянии. И уже у тебя такая маленькая благодать, у тебя получилось расслабить эти мышцы. И потом ты начинаешь развивать это упражнение и запоминать. И я мозгу говорил, вот такой я должен быть расслабленный. Точно так же я делал с ногами. Я делал с ногами, потом обращал внимание на свое состояние и говорил мозгу, вот такой я должен быть. И вот так практикуя, я перетренировал его держать меня в напряжении. Сколько мне времени понадобилось, точно я вам не скажу, потому что я время не считал. Я просто шел свой путь, выходил с этого состояния. Я себе говорил, я буду тренироваться столько, сколько надо. То бишь, я залаживал убеждения себе на неограниченные резервы. Потому что, когда вы поставите себе некое обозначение выйти через 2 месяца, и у вас это не получится, вас еще с большей силой сбросит назад, потому что вы заложили программу на определенный срок. А я залаживал программу на неограниченное время. Не на ограниченное. Я как бы в себе активировал неограниченные ресурсы, что я справлюсь, что у меня много ресурсов, у меня невероятная сила, что у меня столько внутреннего резерва, что я выйду с этого состояния, какое бы оно трудное ни было. Вот это убеждение я себе начал внедрять, что я буду тренироваться столько, сколько нужно. Почему тренироваться? Поменяйте слово бороться, сражаться, потому что в вашей трактовке, когда вы будете просыпаться, вы будете как бы себе говорить мысль, вот сегодня мне снова надо сражаться, мне сегодня снова надо бороться, как я устал, но надо бороться. Не бороться, а тренироваться. Если мы говорим себе бороться, либо сражаться, то мозг это воспринимает буквально, и он активирует абсолютно, то бишь он до предела нас активирует все резервы до предела,
потому что бороться либо сражаться, это как бы получается после борьбы, сражения мы можем погибнуть, а значит нужно активировать все, что у нас есть. А когда тренироваться, я сегодня снова буду тренироваться. Это даже немного приятно, это как будто ты идешь в спортзал, как будто ты идешь заниматься в спортзале, и уже мозг воспринимает по-другому эту ситуацию. Он не воспринимает ее как опасную. Я потом, осознав это, я начал менять убеждения. Понимаете? И они работают. Тебе уже легче становится, когда ты начинаешь их внедрять. Убеждения – это одна из ключевых форм по выходу с этой ситуации. Это убеждение. Поначалу вы будете себе говорить, но вы не будете в это верить. Мозг не будет в это верить. Но вы себе говорите. Через какое-то время, проговаривая одну и ту же аффирмацию, словосочетание, оно встраивается в нейронную связь, в нейронную сеть, и мы начинаем в это верить. И мы начинаем в это верить. Начинает верить мозг, начинаем верить мы. Вот как это происходит. Так, Павла Федоренко тоже там предлагает курс купить, но сам Павел не лично не присутствует, поэтому я не купила. Я ни про кого ничего говорить не буду. Я как бы по диагонали смотрел Павла Федоренко, Живнировича, Сереги Бурдука, поэтому я ничего не буду ни про кого говорить. У каждого там был свой путь. И уже ваше дело, как бы это частное дело, вы уже смотрите сами, где, что и как вы будете делать. Вот. Вот такой у меня подход. Так, не пить, ну это понятно, жаль. Что нет. Что такое? А как понять? Жаль, что нет, вы бы помогли бы многим. А как это понять? Сформулируйте. Жаль, что нет, вы бы помогли бы многим. А, про курсы, что ли? А, про курсы. Про курсы. Курсы. Понимаете, если смотреть мои все ролики, там можно сделать курс. Просто, может, со временем я сделаю курс, но, понимаете, психология такая вещь, многие вещи, их невозможно писать, понимаете? Это осознанность, это невозможно описать, это нужно человеку донести, чтобы у него там щелкнуло, в мозгу щелкнуло, а вот оно, эврика. Вот где-то на канале есть Татьяна, она знает. Татьяна, вы еще на канале или уже ушли с канала? Татьяна из России, вы есть на канале? Вот, наверное, человек на работе вышел. Вот, она вот, как бы я ей помогал, она понимает, как это происходит, и почему я говорю, что курс он поможет, но осознанность в бумаге не напишешь, вот в чем дело. Вот здесь осознанность не напишешь, как бы духовные вещи на бумаге не опишешь. Вот в чем момент истины. Вот в чем дело. Так. Еще у кого есть какие вопросы? Наверное. Еще есть у кого какие вопросы? Что-то я еще хотел рассказать. Да, еще много информации. Вот больше вопросы наводят на какие-то... Да, вопросы наталкивают на какую-нибудь мысль. Так, а там есть какие-нибудь вопросы? Нету, да? Там вопросов нету. Так. И вот человек в тревожном состоянии, у него будут постоянные сомнения. Это тоже еще такой один из моментов. Потому что сомнения-то, они вызывают у нас тревогу. Вот в чем-то мы чуть-чуть будем сомневаться, у нас будет сразу включаться тревога.
Я это понимал, и потом со временем я сомнения сразу убирал. И нужно научиться, ключи к выходу, анализировать свою работу. Путем анализа своей работы это есть развитие интеллекта. Развитие интеллекта, когда ты умеешь проанализировать, как у тебя что получается, каким способом это получается. Вот только так выходишь вот с этого глубокого тревожно-депрессивного состояния. Вот как это работает. Без анализа ничего не получится, потому что мозг будет все время рисовать картину катастрофизации, критическую, что у тебя ничего не получается, у тебя ничего не получится. Он постоянно будет вам говорить, потому что он привык, вот Яна появилась, вот она ответила на этот вопрос. Скажите, Яна, напишите, пожалуйста. Вот я бы хотел, вы можете в прямой эфир выйти? Татьяна. Да, об вас речь. Вот люди задают вопрос, мы бы на вашем примере, вы бы им ответили. Вот они пишут мне, а вы можете составить программу. Вот скажите, пожалуйста, можно... Подождите, сейчас отвечу. Вот, Татьяна, смотрите, люди пишут, составьте программу, по которой нужно вот учить КПТ выходить с невроза. Скажите, пожалуйста, у вас, по-моему, чья-то программа была, и вы пробовали выходить с невроза. Скажите, вот, можно по программе выйти с невроза? Татьяна, вот если бы вы вышли в прямой эфир, мы бы с вами, нашим зрителям, вот Татьяна пишет, с Александром полгода работаю, оно не только сейчас пришло, а оно приходит постепенно. Это тоже как накопительная вещь, у тебя все больше и больше становится осознанности, у тебя больше и больше становится понимание вот этого всего, как с него выходить, как это все работает. Скорее всего так, Татьяна, мы бы трактовали вот эту вещь. Вы месяц назад уже стали более, больше понимать, как это все, вот, осознавать, как это все работает, как это устроено. Но понимали вы по крупиночке, вы собирали, вот идешь, вот представьте, у нас есть корзиночка, кошек. И мы с вами шишечки, вот у нас вот здесь шишечки валяются, да? И вот представьте, шишечки, это наши знания. Вот мы знания, вот наши знания. И мы идем по лесу и по одной шишечке собираем, согибаем, шишечку поднимаем, в корзиночку ложим. И вот так мы постепенно, вот эти шишечки, наши знания, мы потихонечку, путем тренировок, осознанности, понимания, как это работает, устроенности, и мы вот так потихонечку преувеличиваем наши знания. Преувеличиваем наши знания. Вот, там про курсы, вот, по-моему, Татьяна брала, вы вот, там чат, вы уже, там у вас есть чат, вот можете спросить про курсы тех, кто их покупал, кто по курсам выходил, и вы будете вот знать эту информацию, потому что я курсы никакие не покупал, на этот вопрос я не могу ответить, а вот есть люди, которые там не один курс проходили, и они вам дадут ответ, как оно, что работает, как оно вот это все происходит, там курсы и так далее. Вот. Но я вернусь к шишечкам. И мы эти шишечки собираем вот в эту корзиночку по одной. И соответственно что? И соответственно шишечек-то в корзиночке больше становится, больше. И потом мы насобирали целую корзину. То бишь, наши шишечки – это знание. Вот представим, шишечки – это знание.
И вот так, беря по одной, по кусочку, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, у нас формируется больше, 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 больше вот этих знаний, осознанности, вот этих, у нас больше закрепляется, мы как бы осваиваем разных приемов работы вот с этим всем. И вот так это только формируется, вот так ты выходишь с этого состояния. Вот как это работает. Вот это работает. Поэтому нету такого, нету представлений такого, как вы говорите. Напишите мне, как работать с КПТ. Вот. Вы просто не осознаете то, о чем вы говорите. Вот момент, понимаете? Что такое КПТ? Вот. Вот, я вам рассказал. Так. Есть еще какие-то вопросы? Можешь Как визуализацию поднять тему. прекратить о нем думать? Как нормализовать сон и прекратить о нем думать? А это уже старый вопрос проехал. Нет, вот это вопрос на этом, на Инстаграме. на Инстаграме? На Инстаграме. У меня есть ролик со сном. Есть ролик, там на минут 20 или 15. Если у нас есть стримы, то есть полные наши эфиры, и есть ролики 10 минут, там 10, 15, 20 минут. Я там стараюсь суть вложить в эти ролики. Посмотрите ролик «Бессонница. Как научиться спать». По-моему, он так называется. Да. Я там пытаюсь подробно рассказать, как работать со сном. Вот там я пытаюсь подробно рассказать. Вот. Для меня курсы работали на время, потом все вернулось. Так, ну это Татьяна, я вижу, наверное, смотрит, пишет зрителям, подписчикам. Вот Татьяна есть, можете к ней обратиться, она вам все расскажет. Вот, я просто не знаю по поводу курсов, как оно, что там, я этой темы там без понятия. Поэтому она вот проходила, поэтому если вы хотите ей вопросы какие-то задать, вот она про курсы более вам подробно ответит. Вот. Так, задавайте еще какие-нибудь вопросы. А сколько у нас времени уже? Так, есть ли еще какие-то вопросы? Еще 19:04, еще полчаса, только это в эфире. По сути. Так, я уже устал говорить. Дерзай. Так, что? Так, еще вопросы есть? Вопросы, пишите вопросы. Мы помахали. Я так приустал уже немножко. Уже аж в горле сушит. Так, я уже так приустал вам рассказывать сегодня. Приустал рассказывать. Так. Так, ну задавайте вопросы, если вопросов нет. Если вопросов нет, их уж передохнуть немного. Я тоже сомневались. Да, сомнения в тревожном расстройстве. У тебя постоянные сомнения. Ты сомневаешься в том... Она сомневалась по курсу. Все, я понял. Я понял. Да. Все, я понял. Вы с Татьяной общаетесь. Вот. Так. Тут еще присоединяются. Я уже устал говорить. Так, что вам еще? Давайте, что вас интересует? Вот когда я находился в этом состоянии, что бы вы хотели узнать? Со мной много чего происходило, но мозг со временем он начинает стирать. Вот такие неяркие моменты он начинает стирать. Так устроен наш мозг, наша память. В мозгу только остаются яркие моменты. Либо плохие, либо хорошие. Мозг фиксирует, где-то там в библиотеке отбрасывает. Хотя мозг пишет постоянно. Он у нас постоянно пишет. Где бы мы ни находились, он постоянно пишет информацию. Но потом, я так понимаю, он ее там
анализирует, яркую информацию оставляет, а та информация, где не было у нас впечатления, она как бы стирается. Много информации у человека как бы стирается, я думаю, из-за ненадобности. Ну и вот есть такая версия, что стирается информация. Так, еще, пожалуйста, поддержите канал, поставьте, пожалуйста, лайки, чтобы еще люди могли войти. Чтобы люди еще могли войти в наш эфир, потому что YouTube много не пускает, но когда вы ставите лайки, то YouTube начинает впускать больше людей. Вот. Чтобы больше людей... Смотри, вон люди пишут много уже. Так. Ежедневная тревога, как уйти от этого. Добрый вечер. А какая у вас была причина невроза? Причина невроза... Я уже потом анализировал, там уже были разные факторы. Там были разные факторы. Это стресс по работе, потом у меня был такой момент должествования, я должен. Вот это такие слова-паразиты, которые тоже человека приводят к неврозу. Был такой человек, я переживательный, такой, как бы не то что мнительный, а вот переживал, если что-то не получалось, ты переживаешь, это многие люди делают. И вот эти все факторы, они в совокупе тебя постепенно вот и ввергают вот в этот невроз. Поэтому причины попадания в невроз, они могут быть разные. Потому что человек, когда рождается, мы, когда формируемся, то мы как бы наши убеждения формируются, наши шаблоны формируются из социума. Мы что-то видим, что-то думаем, там вся в мозгу фиксируем, ага, вот это нас учат, вот это правильно, это неправильно. Вот это можно, это нельзя. Понимаете, у человека вот так формируются убеждения. Зачастую родители неправильно воспитают детей, но это, конечно, неосознанно происходит, то уже с детства формируются вот эти невротические неправильные убеждения, и потом они просто с процессом жизни они как бы укореняются, они усиливаются, и вот так человек приходит потом к такому пику, к пику невроза. Вот. Зачастую уже с детства у ребенка, у подростка уже есть невроз. Зачастую такое бывает. Вот это из-за неправильных убеждений. Потому что жизнь человека состоит с убеждений. Наша жизнь состоит с убеждений. Вот, давайте я вам на примере расскажу вот убеждения. Вот что такое убеждения, вот как они формируются, да? Вот, например, вот вы хорошо видите, вот видите вы хорошо, вот мусорка стоит за мной. Видно она хорошо? Как бы. Отлично. Отлично видите, да? А вот скажите, пожалуйста, какого она цвета? Напишите, какого мусорка цвета? Кто видит? Какого мусорка цвета? Зеленого, правильно? Зеленого? Зеленого цвета мусорка, верно? Синяя? Ну, вы говорите, что синяя, я говорю, что зеленая мусорка. А почему? Смотрите, мусорка в реальности синяя, но я говорю, что она зеленая. Правы и вы, и прав я. А почему? А потому что мы, когда родились, повесили такой образ, цвет синий. Но это же не есть факт, верно? Если бы меня закрыли, как бы, ну, скажем так, вот если бы меня взяли в детстве, изолировали от общества, где это устроено по неким принципам, и мне, например, старший человек говорил на мусорку, что она зеленая. И мне это говорили каждый день. Она зеленая. То, наверное, бы сейчас, если бы я был уверен, что она зеленая, мы бы с вами тут дрались. Я бы доказывал, что она зеленая,
А вы бы мне доказывали, что она синяя, понимаете? Вот как это все устроено. Мы просто живем по своим убеждениям, как нам навязал социум. И мы в это верим. Вот, видите, даже третий вариант появился. Мусорка желтая. Вот. У каждого своя правда. Вот в чем дело. Но есть принятые, как вам сказать, общепринятые некие правила, по которым мы живем, по которым как бы мы должны жить. Но зачастую подменяется понятие, понимаете? И веря во что-то, это не есть факт того, что это так и есть. Вот как оно работает. Вот я вам немножко зацепил такие темы уже более глубинные, которыми, если я начну развивать, могу так немножко вам мозг запутать, потому что могу поразбивать ваши глубинные убеждения, что вы начнете в реальности вообще сомневаться, а если эти деревья вокруг нас, они кажется ли нам, что это вот есть деревья вокруг нас, правильно? Вот смотрите, у человека после пьянки, затяжной пьянки, у него черти по столу бегают, вот они прыгают на столе, танцуют, и он вам доказывает и говорит: о, черти танцуют. А вот вы ему докажите, что этих чертей на столе нету, понимаете? Вот насколько наш мозг, какие вещи может делать. Вот. Ну, это уже такие глубинные вещи, там можно это... Не буду вас вот этим как бы вводить вас в это, потому что у вас еще больше тревога разыграется, начнете путаться, вот и такие вещи сакральные, понимаете? Вот. Поэтому давайте лучше задавайте вопросы. Там уже много вопросов. Так, вы не слышали о технике, когда в течение часа, наоборот, нужно монотонно повторять негативную установку. И она, наоборот, потом мозгом стирается. Типа я неудачник. Я бы, скорее всего, сказал, с какой не целью, а с какой... Да, скорее всего, с какой целью вы это повторяете. Если вы ее повторяете просто как скороговорку и не обдумываете это, а если вы себе это вставляете как убеждение, то мозг это и зафиксирует как убеждение. Вы скорее, Светлана, предполагаете, как убрать навязчивые мысли, да? Верно я вас понял? То есть навязчивые мысли, что если ее все время повторять, то она потом уберется, верно? Дело в том, с какой, вот, как я сказал, с какой целью вы это повторяете. Если вы это повторяете, и в это не одно, а если вы повторяете как бы с целью, с какой целью вы это делаете, что как бы, что вы под этим преследуете, понимаете, как оно работает? Если я себе повторяю некую установку, но с такой трактовкой, чтобы мне в это поверить, вложилось в мозг, то это одно. А если я ее просто повторяю с той целью, чтобы эта навязчивость от меня отстала, то бишь я ее не внедряю в себя, то это второе. Вот оно как работает. С какой целью ты это делаешь, понимаете? Вот оно как работает. Страх показаться глупой. Страх показаться глупой. Вот это момент такой неуверенности, похоже на, вот на ОКР, когда человек боится показаться, а почему вы как бы боитесь показаться глупой? Почему
с чего вы как бы, с чего вы это трактуете, что вы якобы глупая? Какие у вас есть факты того, что вы считаете себя глупой? Алина, почему вы считаете себя глупой? И вы как бы боитесь этого показать. Вот это есть такие ошибки в суждении. То есть есть преуменьшение и есть преувеличение неких фактов, понимаете? Один момент это преувеличение, это когда человек преувеличивает, ему кажется это больше, чем есть на самом деле. И точно так есть такой момент преуменьшения своих качеств. То есть человек преуменьшает то, что у него есть на самом деле. Вот у вас похоже вот этот момент как бы на преуменьшение. И почему я вам задал вопрос, почему вы считаете как бы себя глупой? То бишь вы исходите из некого опыта, из некого материала, что вы считаете себя якобы довольно глупым человеком, боитесь этого как бы показать. Вот это тоже есть такой момент, я думаю, ошибки в мышлении, как бы преувеличение и преуменьшение. Так, людей 18 уже. Так, есть еще какие-то вопросы? Причину тревоги. Вот вопрос, Юрий. И вообще, стоит ли искать первопричину тревоги или просто работать с тем, что есть, не копая прошлое? Спасибо за эфир, вы помогаете этим. Смотрите, Юрий, дело в том, если вы сейчас находитесь в тревожном расстройстве, у вас причина это все, что кругом происходит с вами, уже это причина. И чем больше вы будете копаться в причине этой тревоги, это и будет причина тревоги. Понимаете? Причину тревоги вы потом найдете. Оно, когда выходишь с этого состояния, то на каком-то этапе ты уже путем интеллекта, который у тебя слаживается в процессе выхода с этого состояния, ты уже можешь потом найти, то бишь из опыта, знаний, вот то, что ты изучаешь, как ты выходишь, и ты уже потом причинно-следственными, потом уже попозже, когда в целом выходишь вот с сильного такого невроза тревоги, и ты потом уже находишь, если не сам, то при помощи специалиста, причину своей тревоги. Находишь причину своей тревоги и все, ее отрабатываешь. Вот как это происходит. Но сейчас сразу не стоит копаться, искать причину тревоги, если вы уже находитесь как бы в таком закрученном состоянии. Если у вас уже постоянно тревоги, вы уже реагируете на себя, либо там у вас уже триггеры, то бишь работать на данный момент с тем, то, что у вас есть, отрабатывать поэтапно на данный момент. Вот так нужно работать, потому что если все в кучу набрасывать, то ты там утопишься. Если начинать вот все масштабно там искать причину, и ты себя еще больше просто будешь накручивать из-за того, что ты не можешь найти там вот эту причину. То бишь думание про тревогу, вот все эти тревожное мышление, что связано с твоим состоянием, это и будет тревога, это и будет сама тревога. Вот как это работает. С глубинным убеждением я скинула ссылку. Очень интересно ваше мнение. Да, Светлана, нужно работать со своими убеждениями, Но есть, да, глубинные убеждения, вот эти убеждения, их нужно менять, но вот как фактор, что привело нас к этому состоянию. Вот это есть будет некая, вот это будет
некая далеко-далеко уходящая как бы проблема. Может даже тянуться самого детства. Но также ты можешь попадать и уже в процессе жизни вот в эти расстройства просто где-то на эмоциональном таком перенапряжении, ты неправильно ломается мышление, неправильно ставишь установки, вот как я, должествование, я должен, я обязан, это я уже как бы попал в процессе жизни, и некого глубинного, которого у меня тянуло с детства, у меня не было. У меня было уже в процессе приобретенное. Но я работал с людьми, у кого, да, у кого это тянулось с подросткового возраста. У кого это шло с подросткового возраста. И все, да, все наше состояние, ну там много факторов, какие работают. Это неправильное убеждение, это неправильное восприятие, это неправильные трактовки, когда тебя загоняют в некие рамки, там много может работать разных факторов, то есть влиять на наше вот психологическое состояние. Но все это можно отработать в любом возрасте. Нейронные связи, они меняются в любом возрасте. Хоть вам там подростковый период, там 20 лет, хоть у вас средний возраст там 40, хоть у вас там 60, там 70, но возможно поменять. Просто в чем момент, чем больше ты находишься в этом состоянии, тем сильнее это укореняется. И оно как бы, образно вам описать, прорастает. Оно глубже прорастает. И когда ты оттуда выкорчевываешь, что больше нужно времени, больше труда и работы, потому что тяжело оттуда выдрать. Чем раньше ты отработаешь, вот на примере меня и Славы. Слава, сколько ты примерно был? Ну, Год там? год, или сколько? год. Вот он Год, был, может, чуть больше. вот он попал в расстройство год. А я был 10 лет. Он вот отработал за сколько? Ты за 4 месяца где-то, да? Примерно. 2,5-3, да, около Около 4 3 месяцев. полностью. Полностью Ну, вот да. он отработал где-то за 4 месяца свое расстройство. А мне пришлось потратить год. Вот в чем разница. Чем больше находишься, тем больше укореняется. Чем глубже укореняется, значит тяжелее оттуда это все выкрутить. Больше нужно времени, чтобы оттуда это все как бы выкорчевать. Так. Вот. Так, еще какие вопросы о технике, когда в течение часа, наоборот, нужно Это ты уже монотонно читал. повторять, да. Монотонно повторять. Так. Еще есть вопросики? Матросики. Еще людей больше подсоединяется. Все больше и больше людей подсоединяется. Уже как бы многое рассказала, все больше и больше людей подсоединяется. Вот новые люди, кто подсоединяется, у кого есть вопросы, можете задавать. У нас тема психологии, всякие тревожные расстройства, тревожно-депрессивные, у кого ОКР есть, импульсивно-компульсивные. Вот это интересная тема импульсивно-компульсивного расстройства, про навязчивости. Вот это надо когда-нибудь посвятить, я где-то касался, но надо будет посвятить целую программу, в чем ОКР как бы есть разница от тревожного, как бы, ну, это, по моему мнению, я так разделяю от тревожного расстройства либо тревожного депрессивного. При импульсивно-компульсивном расстройстве человек начинает верить в свои мысли. Вот в чем дело. Он свято верит в свои мысли. Вот. Ну, это отдельно такая программа. Когда-нибудь мы отдельно поговорим по этой теме. Вот, она тоже такая обширная, поэтому сегодня мы не будем ее касаться, как бы. Вот. Ну вот вы смотрели, я вам показывал, сколько у меня этих я проходил всяких. Так. Еще есть вопросики? Вопросики. Академика Лосева.
Техника академика Лосева. Техника академика. Проговаривание назад информация. Проговаривание назад? Ну так это в принципе и есть как бы переключение, когда ты начинаешь в Она обратном говорила, что говорить. затираешь Вот эти смотрите, да, мышление. это называется переключение. Вот всякие способы, что я рассказываю, это на самом деле называется одним методом. Переключение. Просто, чтобы человек больше осознал, понял, ты приводишь разные примеры. Как бы, чтобы человек щелкнул, он осознал на примерах, как это делать. На самом деле, а как вот пишут, посмотрите ссылку, прокомментируйте, Где ссылка? Куда закинули А ссылку? куда вы ссылочку забросили, где нам ее искать? Ее нету здесь. Нету? Нет, здесь ее нету. Где именно ссылка? Светлана, а где На именно канале в ссылка? Мы не чате. видим. Мы не видим ссылки. Люди, блоги, потоки. Сейчас я зайду, посмотрю. Ищем ссылочку, нам сбросили ссылочку академика Лосева посмотреть. Это эфир, что ли, работает? Куда сбросили? Сейчас проверим. Нету, да? Сейчас. Светлана, не можем найти ссылку, куда интернет ее забросил. Мне сейчас ее просто тяжело так искать. В данный момент. В чате ее нету ссылки. Вот, оставила почту, есть комментарий Александр. Ну-ка, подожди. Нет, это я отписывался. Угу. Это не то. Ну, в чате нету. Светлана, нету в чате, не можем найти мы у нас ссылку. Поэтому возвращаемся обратно. Недолго это лазить Да, искать. это долгий процесс. Пока ты все посмотришь. Мой коллега говорит, это долгий процесс, поэтому возвращаемся назад. В Возвращаемся чате назад. нету. Возвращаемся назад. В чате нету ссылочки, поэтому так. Тревогу, получается, это все как рефлексы закрепляется, то есть мысли, тревога на здоровье входит в плохую привычку. Да, вы своим страхом формируете убеждения, то есть своей реакцией. Подскочила как. Вы своей реакцией формируете убеждения. Вот смотрите, у вас как происходит? Эмоциональная перенагрузка мы имеем. Здесь у нас так пошло немножко сжатие. Оп. И мы пугаемся. Все, мозг зафиксировал. Ага, сжалось. Все, он испугался. А почему так происходит? Вот у нас жалость, потому что со СМИ мы знаем, что там, как происходит инфаркт. Это сжатие груди, там загрудинная боль, потому что признаки вот особенно невроза, кардионевроза, почему он называется кардионевроз, это все спецэффекты, они схожи один в один, как инфаркт. Вот все признаки один в один, как инфаркт. И поэтому мы как бы пугаемся вот этих всех проявлений физиологических. И все, и у мозга закрепляется. Чих, мы испугались, у него закрепилось. Все, опасно. Хозяин испугался, он запомнил, ага, опасно. В следующий раз снова у нас какое-то волнение, у нас снова проявление. Немножко появилось, все, сразу страх. Бах! И мы сами еще, не осознавая своей трактовки, начинаем подпитывать это. Мы начинаем бояться. Ой, у меня сердце, ой. То есть мы сами своим мышлением и поведением начинаем подкреплять эту идею. Мы начинаем подкреплять эту идею, что это опасно.
И все, и в следующий раз мозг это записывает, и он уже это воспроизводит, то бишь реагирует автоматически. Уже независимо от нас. У нас только поджало, все, и у тебя сразу страх. Все, мозг, страх. Все, он запомнил опасность. Он нам сообщает опасность. Все, опасность, жалость. Понимаете, как оно работает? То бишь, наше поведение на некую ситуацию, как мы себя повели, оно и формирует убеждение. Если мы испугались, ну вот, например, на примере приведу, вот любят все время собаку брать, все психологи берут пса. Вот на нас бегит пес, мы его видим, и мы, первое, у нас есть здесь убеждение, то бишь сформировано социумом, что собака может укусить. Верно? Верно. То бишь у нас есть уже здесь факт, ответ в мозгу, шаблон называется, что собака может укусить. Все. Соответственно что? Соответственно, все, мы пугаемся. Ой, собака, мы начинаем переживать, волноваться, все какое-то делать поведение. То бишь, все, мы подкрепили эту идею, что собака это опасно. Но мы можем сделать и другое поведение на эту ситуацию. То бишь, у нас есть здесь шаблон. Вот он, здесь ответ, сформированный нашей жизнью. Теперь мы что делаем? Я объясняю, как ломать шаблон. Теперь мы начинаем ломать вот это убеждение, ломать этот шаблон. То бишь, мы начинаем разговаривать с мозгом и делать другое поведение, то бишь не реагировать на ситуацию, как я делал. Но это уже когда у тебя не сильный страх и тревога, потому что на сильном страхе и тревоге ты ничего не можешь соображать, потому что отключается вот эта префронтальная кора головного мозга, лимбическая система включается, и все, там мышления нету, там у тебя рефлекс, страх вот этот прет, и все. Это я уже рассказываю, когда ты можешь соображать, у тебя есть некий не очень сильный уровень тревоги, при котором ты можешь думать. Ты можешь еще чего-то думать, то есть еще какое-то более-менее у тебя есть мышление. Вот бегит эта собака. Как мы ломаем шаблон? Мы выдерживаем. Да, мозг тревожится, потому что у нас есть убеждение, что собака может укусить. Мы выдерживаем эту ситуацию, и в этот момент как бы одновременно выдерживаем реакцию, мы не начинаем поведенческую делать и вступаешь в диалог с мозгом. Ничего страшного, это хорошая собака, либо я с ней справлюсь. Ну вот в таком плане ведешь диалог. И тем самым ты ломаешь шаблон, ты ломаешь старый шаблон. Через ситуацию ты получаешь новый опыт. Новой своей реакцией, поведением и новой трактовкой мыслительной. Вот так ломаются шаблоны и перетренировывается мозг. Понимаете, как это работает? Вот я вам пример на собаке привел, как ломаются шаблоны. То бишь, в выходе с тревожного состояния очень много нужно перетерпеть. Перетерпеть, когда проходит момент терпения, выдерживания ситуации, ты ее выдерживаешь, паника поднимается, тревога, то бишь тревога поднимается, у тебя страх кроет, но ты осознанно терпишь. Ты выдерживаешь, как бы тебе тяжело и страшно не было, ты не убегаешь. Ты просто выдерживаешь ситуацию. И потом обязательно сработает вегетативная нервная система. Обязательно, как будет всплеск, так пойдет откат. То есть тревога пойдет на низ. Сработает вегетатика. И вот так ты осознанно потом запоминаешь. После вот этого процесса пик прошел, вот это страх, тревога понизилась, и с тобой ничего не произошло.
Все, ничего страшного с тобой не произошло. Вот так ломаются шаблоны. Это называется проходы. К сожалению, без этого невозможно выйти с этого состояния. Потому что наш рептилоидный мозг, он понимает только через принятие ситуации, проживание ситуации. Если мы ее будем избегать, мы ее не проживем, вот этот опыт и останется в мозгу, вот здесь. Если это тренируется убеждениями, то это тренируется только проходами. То есть принятием, проходами через ситуацию. Через ситуацию. Вот так это, вот так это происходит. Вот. И вот так, получая новый опыт, ты, как я называю, ломаешь вот эти шаблоны, старые убеждения, ты формируешь новые убеждения себе. Вот один из моментов, как выходить вот с этого тревожного состояния, вот как это работает. Так. Да. Первое это понимание. Почему называется осознанность? Это, смотрите, как устроен мозг. Наш мозг устроен так, он боится всегда неизвестности. Понимаете? Вот смотрите, я вам приведу на примере. Когда был первобытный строй, ну еще древние люди там с копьями бегали, в пещерах жили. Гремел на небе гром, вот эта молния, они пугались, прятались в своих пещерах, там накрывались шкурами, тряслись. Но как только наука объяснила, что это не опасно, что это сходится холодный фронт воздуха и горячий, теплый, и получается вот этот электрический разряд, молния. И что она не убивает ничего, вот блеск идет, и, по крайней мере вероятность там поражения там человека и так далее, то есть мизерная, то мы поняли, что это всего лишь световой эффект, вот этот раскат, вот этот и звуковой эффект. И все, и мы перестали этого бояться. И мы перестали вот этого бояться. Вот так это работает. Когда мы начинаем больше понимать, как это происходит, что со мной происходит, как с этим делать, начинаешь работать, у тебя начинает страх понижаться перед этим, что с тобой происходит. Когда ты получаешь ответы, понимание вот этих реакций в теле при тревоге, как оно происходит, что такое вот эти болевые сжимания, ощущения, почему они происходят. Ты начинаешь получать ответ, и почему у тревожного человека у него никогда не будет ни инсульта, ни инфаркта. Потому что при тревоге, тревога это есть, как вам сказать, мы и есть виртуальный спортсмен. То бишь, вот эти все, практически большинство вот этих функций, которые у нас происходят в теле, там, сердцебиение, вот это нехватка воздуха, это то же самое происходит при физической нагрузке у спортсмена. Если вы вспомните, бегали 100-метровки в школе, когда мы быстро пробегаем, что у нас получается? Мы как собаки, нехватка воздуха. Ты его хватаешь как бы, но мы же этого не пугаемся, верно? А когда у нас психосоматика, мышцы спазмирует, все, ты начинаешь паниковать, я сейчас задохнусь, понимаете? Но в принципе это одно и то же происходит. Только тебя здесь это пугает, потому что ты первый раз столкнулся, у тебя нету опыта, ты не понимаешь, что с тобой. А там ты понимаешь, ты видел других людей, которые бегали, точно так дышали, поэтому ты про это даже не задумываешься, ты не пугаешься этого. Вот что происходит. Но в приоре, тревожный человек это есть виртуальный спортсмен. Это есть виртуальный спортсмен. Только те, кто делают это как бы физически движением, мы это делаем мозгом. Мы мозгом запускаем те же самые процессы, что человек запускает, например, быстро ехавший на велосипеде. Все процессы в организме, в принципе, происходят те же самые. Вот как это работает. У него бьется это сердце, и у нас бьется это сердце. Вот. Только здесь еще немного страх делает вот это не менее рук там и так далее, как бы от страха это происходит, понимаете? Вот. А так многие спецэффекты, они очень похожи на спортивную нагрузку. Если вот сесть и предметно посмотреть,
что происходит у тебя тревожного, что происходит у спортсмена, то многие факты будут совпадать. Очень многие. Только там мы того не боимся, потому что мы знаем, что это нормально. Что это нормально. А здесь мы этого пугаемся, потому что мы первый раз столкнулись, и у нас есть убеждение, что когда человек спокоен, у него же сердце не бьется, верно, а тут что-то ни с того, ни с сего, сердце начинает молотить. Вот в чем разница. Вот. А так, в принципе, очень многое оно совпадает. Вот. Вот такие моменты. Так, ну что, спасибо за внимание. На сегодня уже будем заканчивать наш эфир. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте, пожалуйста, вот еще эти пальчики, лайки, чтобы YouTube продвигал наш канал, чтобы больше людей могло входить на наши эфиры, чтобы вас было больше, с вами интересно. Благодарю вас за то, что пишете. Надеюсь, скоро уже начнете выходить в прямой эфир. Так будет интереснее. Я вас увижу, своих подписчиков. Вот. Увижу своих подписчиков. Потому что все нужно проходить. Тревожный человек, он все время сомневается, он всего боится. То бишь, как бы выйти в прямой эфир тоже вызывает тревогу. Ой, меня там увидят. Вот, как бы идет такая трактовка. Но чтобы поломать эти все шаблоны, все нужно пройти. Все нужно пройти. Все, чего ты боишься, все, что тебя тревожит, вот этими разными методиками, работы там с мыслями и так далее, там целая такая плеяда разного. Все это нужно пройти, тогда ты получаешь от всего освобождение. Как в песне Кипеловой, страха больше нет. Вот, я свободен. Все, благодарю вас. Спасибо вам всем. Спасибо, что присутствовали. Все. Все, до новых встреч. Когда в следующий раз будем выходить в прямой эфир, будем писать, заблаговременно как бы мы предупреждаем. Но у нас сейчас такая погода, но сегодня нам немножко подвезло. Видно, Вселенная нам дала возможность, чтобы мы смогли провести прямой эфир. Надеюсь, там помочь вам, делясь своим опытом, что и как к чему. Думаю, много как бы полезной информации для себя приняли с сегодняшнего эфира. Смотрите мои ролики, там очень много ответов. Очень много ответов. Первый раз смотрите, второй, третий, четвертый, пятый, даже один и тот же ролик будете смотреть. Каждый раз для себя будете находить что-то новенькое. Потому что на тревоге человек не может воспринять всю информацию. Он только по кусочкам выбирает. Но постепенно, плюс начинает постепенно работать осознанность, и ты уже по-другому видишь то, что написано, либо рассказывают. Ты уже совсем как бы видишь под другим углом, ты уже смотришь ролики осознанно, ты уже понимаешь, как это устроено, как это работает. Вот это и есть, называется осознанность. Поэтому смотрите раз за разом. Я книгу Джона Кэха «Подсознание может все». Я ее перечитывал то ли 8, то ли около 10 раз. И каждый раз я в этой книге осознавал что-то новое для себя. Я понимал все больше, что хочет автор донести в этой книге. Вот каждый раз, хотя читал одно и то же. 8 или 10 раз примерно. Все, спасибо за внимание. Будем выключаться. Все, до новых встреч.